общем, друзья, вышла такая ситуация, что мы ехали и обсохли. Прямо посреди трассы между гребаным Ничто и гребаным Ничто 2. И мы уже отчаялись, поскольку все сервисы эвакуации и так далее не работают, телефоны не отвечают. И мы думали, ночевать в тачке, укутались уже все там дубленками, телогрейками, всем, чем есть. И тут приходит сообщение в Инстаграм от ребят, с которыми познакомились на Бонневилле, которые были на Фольксвагене. В Инстаграм. Типа, ребят, только что видели вас на обочине, типа, вам нужна помощь? Мы такие, да, нам нужна, конечно же, помощь. Мы, типа, без бензина, и вот, сюда будет свет. И минуточка откровения в темноте. И вот это вот уникальная тема, то, что я пытался поймать тачку вот с руки, и никто не останавливался. 911 звонили, они говорят, ищите таус-сервисы, нам, типа, неважно, типа, хотите, мы можем вам найти, и дали номера эти не отвечают. Вот, а ребята едут уже и везут нам бенз. И вот, мне кажется, они ебашут, просто обратите внимание, там, где нельзя ехать по дороге, точнее, между двумя трассами, и мне кажется, они вообще едут по гравийке. И это очень круто. Такие моменты, как бы, понимаешь, что все люди все-таки адекватные и готовы помочь. Это круто. В общем, мы доехали. 2 галлонов нам как раз хватило, чтобы доехать до заправки. И сейчас будем заправляться. Итак, наша следующая остановка здесь, на берегу потрясающе красивого озера Строубери, клубничного озера. Дальше идет городок Строубери, и вокруг нас прекрасные красивейшие горы. До этого они были заснежены, но сейчас мы отъехали подальше, и здесь уже, конечно, не так много снега, но вот с этой стороны уже, вот на этом склоне лежит снег. Обычный самый снег. Я стою в шортах, и мне не холодно. Так, ладно. Мы после Бонневиль-Солт-Лейк выехали в сторону Солт-Лейк-Сити. Там мы провели 2 чудесных дня. Об этом мы решили не записывать ничего, поскольку у нас все же дорожное приключение, города мы не будем освещать. Поэтому мы взяли курс на Денвер, это штат Колорадо. И выбрали мы самое красивое 40-е шоссе, которое ведет из Солт-Лейк-Сити в сторону Денвера. Мы уже едем порядка 1,5 часов и не можем закрыть свои рты, потому что сначала были заснеженные вершины, полностью покрытые снегом, очень много крутейших горнолыжных трасс, склонов, уютные поселочки, одноэтажные старинные строения. Потом леса, заснеженные, горные ручьи. А сейчас мы стоим на берегу потрясающего огромного озера. Вода в нем максимально чистая и холодная. Дальше у нас впереди 600 или 700 миль до Денвера. И я надеюсь, у нас все пройдет успешно. Если что, будут прямые включения. Такие как вчера ночью, когда у нас закончился бензин. Так что мы поехали, а вы полюбуйтесь видом. Это невероятно. But if this brings you just a little closer to those men who are going into the hottest spots, I hope that it will help you to do a better job. Теперь давайте поговорим о ездовых характеристиках. Мы проехали уже почти 3000 миль.
и у машины никаких проблем не возникло. Ничего не отвалилось. Ну, единственное, сейчас начал чуть-чуть тяжело крутиться руль. Скорее всего, начал умирать насос усилителя. Но на ездовые характеристики и на поведение машины на дороге это никак не сказывается. По расходу бензина он большой, сразу вам скажу. Раза, наверное, в 3 был бы меньше, если бы мы ехали на каком-нибудь современном Форде Мустанге. Но оно того стоит. Мы едем по невероятно красивым местам через всю Америку на машине 62 года. И оно стоит потраченных денег, несомненно. Так, что могу сказать? Машина очень комфортная, сиденья мягкие, подвеска плывет. Своего рода яхта, которая бороздит просторы шоссе американских. Места на двоих вполне. У нас большой чемодан, который мы умудрились поместить под задний кожух. Чемодан максимально большой. В багажнике лежит запчасти, ключи, набор инструментов, масла, все жидкости необходимые, фильтра, все, что нужно для дальнего путешествия. И, к сожалению, все. Багажник небольшой. В связи с тем, что все механизмы... ну там еще запасное колесо. Все механизмы складываются туда. Конечно, он был бы на хардтопе, на обычном T-Bird, куда более большой. Но мы все уместились, мы уместили все вещи, и даже есть еще куда положить их. Поэтому машина подходит для путешествия. Никаких проблем у нас не возникает, но впереди у нас еще очень и очень большое расстояние. Поэтому ждите следующих включений и смотрите, наблюдайте за красотой вместе с нами. Невероятная, конечно, природа. Меняется все настолько быстро. Сначала ты едешь, у тебя пустыня, потом песок, потом горы. Горы заснеженные. Сейчас у нас начинаются леса, которые тоже частично в снегу. Мы едем среди скал, в каньоне. Очень мало машин. Но, блин, это что-то невероятное. Такие пейзажи я встречал раньше только в фильмах. Better job. И вот первая проблема, которая нас настигла, это спускающее колесо. Не знаю, видимо, из-за того, что они достаточно старые, сосок начал спускать, и можно прям услышать, что через него травит воздух, когда его чуть-чуть отклоняешь. И, соответственно, колесо становится более спущенное. И я почувствовал, когда ехал по дороге, к сожалению, машина начала тянуть вправо. И в городке Рузвельт, благо мы как раз в этот момент его проезжали, была шинная мастерская. Мы заехали сюда, оформили, у нас забрали ключи. Сейчас мы ждем, пока машину загонят и заменят или сосок, или камеры. Я не знаю, что там. А мы пока ждем. Я думаю, займет все это немного времени, мы отправимся дальше. Выявилась куда более страшная проблема. У нас порезана или оторвана часть резины, прям кусок целый. Вот. И, соответственно, на таком колесе ехать дальше просто небезопасно. Мануал, как его чинить. Я надеюсь, здесь будет инструкция, как джекать машину. Так, вот, есть, нашли. 11.3. Ну, что-то здесь... вот. Короче, видимо, придется все-таки пытаться сделать это самим, потому что инструкция
Очень коротенькая и написано просто, куда его вставлять и как тянуть. А, вот, кстати, инструкция прям к этому, прикинь. Инструкция к домкрату. Как она выглядит? Так, все, пойдем вперед и будем делать, как написано. И, во-первых, домкрат ставится не под, как обычно мы понимаем, а под бампер, поскольку в классических тачках американских передний бампер и задний — это несущий элемент. Так, итак, мы разобрались с домкратом. Он необычный, непривычный нам, он упирается одной своей частью жестко в бампер. Мы подложили шапку, чтобы не царапать. И смотрите, все просто. Я думаю, тем, кто увлекается джиперской темой, это будет знакомо. Он очень бодро и без каких-то усилий поднимает тачку. Ну, вроде поднимает. Вроде нормально. Главное, чтобы нам сейчас высоты хватило. Все, последний раз. Дальше я не рискну. Запаска была, она не в очень хорошем состоянии, но, по крайней мере, не рваная. Давай сейчас снимем это колесо и посмотрим, что с ним случилось. То есть, видите, наглядно показываем вам, что, в принципе, ничего сложного на классической тачке поменять колеса, если что-то случается в дороге. Всегда можете съехать на обочину, поддомкратить, если есть набор инструмента. Вот, вообще, ключ у нас тоже должен подходить, но здесь на 21, а там он на 19, не знаю, может быть, скорее всего, просто гайки другие. Так, едем и смотрим, вуаля, маленький обрез, то, что у нас здесь было надорвано, превратился в громадный кратер, и, соответственно, резина продолжает отходить, тем самым просто невозможно ехать, да и страшно, что когда эта вся часть отвалится, мы просто выпрыгнет оттуда покрышка, эта камера, и все. Так, едем дальше, примеряем. Я надеюсь, это то, и оно подойдет по сверловке. Но, к сожалению, это не то. Вот. Скорее всего, это колесо от какого-то джипа, и по сверловке оно просто, ну, намного больше. Поэтому мы отказываемся обратно на момент того, что мы в жопе, ставим обратно это колесо и крадемся дальше. Других вариантов у нас нет. Как-то так. На этом все. Спасибо. До новых встреч. В общем, друзья, приключения с резиной, блин, продолжаются. Но на самом деле ничего страшного, что мы не подумали об этом заранее. Для нас это сейчас целый трип, экспириенс. Мы вот попытались около школы поменять колесо. К нам, естественно, через 5 минут вышли и спросили, типа, ребят, все нормально, может чем-то помочь? Мы рассказали свою длинную историю, обменялись визитками. Все, теперь можно детей сюда отправлять учиться. Но нет, мы сейчас едем, основная наша задача, быстренько доехать до очередного тайр-шоп и найти уже любое колесо, которое у них есть. Мы его сюда поставим и поедем. Осталось 150 миль до Денвера, это ерунда, поэтому абы что, ставим и валим. Уже пора скорее, поскольку наши друзья из Michelin, BF Goodrich, уже выслали нам в Денвер новый комплект колес, и мы его там и поставим. Точно такой же, как мы и хотели, и такой же White Wall, как стоит здесь. Поэтому посмотрим, что будет дальше.